Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Что запрещали в школах СССР? Так, друзья, сегодня будет интересное видео на тему запретов в советских школах. В фильмах времен СССР советскую школу чаще всего изображают местом, куда дети очень любили ходить, ведь там были друзья и новые знания. Вместе с этим в советских фильмах очень редко показывали, насколько школы в развитых западных странах отличаются от советской школы. Там можно было не вставать во время ответа на уроки, не носить форму и вообще оставаться собой, а не подстраиваться под коллектив. Помню, как меня в свое время впечатлил фильм «Мика из Тампере просит совета». В снятом в 1986 году фильме финские школьники выглядят и говорят так, как наши школьники году в 2000-м, если не позже. По сравнению с западными странами, в советских школах было очень много нельзя, за нарушение которых школьников ругали и наказывали. Что интересно, большинство этих запретов были отменены после конца СССР, и образование от этого ничуть не проиграло, только выиграло. Итак, сегодня рассказ о том, что запрещали делать в советских школах. 1. Яркие краски для волос и пирсинг. В советской школе среди старшеклассниц были полностью запрещены яркие краски для волос, видимо по той простой причине, что такой вид не отвечал образу советской школьницы. Также был запрещен пирсинг. В 70-80-е годы в странах Западной Европы пирсинг был повальным увлечением молодежи, но не в СССР. Нельзя было и думать о том, чтобы проколоть ухо парням. Эпизод на тему пирсинга даже попал в кино. В фильме перестроечной эпохи под названием «Асса» главного героя по имени Бананан забирают в тюрьму и сажают в пресс-хату с уголовником, только за то, что у него в ухе была серьга, и он отказался ее снять. К проколотым ушам у девушек-старшеклассниц относились лояльнее, но в целом это тоже не приветствовалось и критиковалось. Те девушки, что хотели носить серьги, использовали клипсы. Запрет на пирсинг стал постепенно сходить на нет с началом перестройки, но полностью исчез только после конца СССР. 2. Длинные волосы у мальчишек. Существовал отдельный запрет на ношение длинных волос парнями-старшеклассниками. Удлиненные стрижки вполне допускались, но вот носить длинные волосы а-ля битлы заметно ниже ушей было строго запрещено. Считалось, что это придает парням вид бездельников-хиппи, к чему в СССР относились крайне сурово. К носителям длинных волос в советских школах, вузах и училищах применялись самые различные меры. Их прорабатывали на классных и комсомольских собраниях, всячески стыдили и просили привести себя в нормальный человеческий вид. Не выделяться и быть как все. Местами бывали и более радикальные меры. Вечерами в городе специальные комсомольские дружины отлавливали в городе длинноволосых парней и могли насильно их постричь. Такой эпизод, кстати, тоже попал в советское кино и присутствует в фильме времен перестройки под названием «Меня зовут Арлекино». 3. Шариковые ручки. Это может показаться странным, но в СССР долгое время были запрещены шариковые ручки. Сложно сказать, почему именно так было, мне не встречалась единой версии на этот счет. Официальная версия гласит, что шариковые ручки запрещали потому, что письмо ими мешает вырабатыванию красивого почерка и даже на ранних этапах обучения якобы искривляет осанку из-за перенапряжения мышц. Другая, неофициальная версия гласит, что шариковые ручки точно так же, как и жвачка с джинсами в целом не приветствовались в СССР и запрещались как образчики западной, праздной и потребительской жизни. Но с этим лично я не согласен. Лично я с 1 по 3 класс писал чернильной ручкой, и у меня до сих пор красивый почерк. Спасибо советской школе. Как бы то ни было, какое-то время шариковые ручки были запрещены в советской школе. Вместо них ученики пользовались перьевыми заправляющимися ручками, в дополнение к которым в школу нужно было носить промокашки, перочистку и чернильницу. И все руки учеников, а часто и ранец, были в чернильных пятнах. 4. Короткие юбки. Несмотря на повальное увлечение советских дам мини-юбками в 70-е годы, ношение чего-либо подобного в школу было строго запрещено, и я считаю это правильно. В школе надо учиться, а не фитилем светить. В отдельных случаях возле здания школы могла стоять классная руководительница, либо завуч, которая измеряла юбки линейкой у проходящих школьниц. Измерение делалось от колена до края юбки, и эта цифра не должна была превышать определенных значений, везде разных и устанавливаемых произвольно. К
Кстати, причина, почему старшеклассницы носили короткие юбки, до банального проста. Дело вовсе не в желании привлечь внимание противоположного пола, просто за год девочки успевали вырасти из школьной формы, и тот летний вариант формы, что покупался к 1 сентября, к маю становился мал. 5. Кроссовки. К ношению в советскую школу примерно до начала 80-х были запрещены также и кроссовки, особенно модные западные модели на липучках, получившие распространение в 80-е годы. Здесь та же история, что и с длинными волосами. Кроссовки в повседневной жизни вне спортзала считались в СССР показателем праздной хиповой жизни и стиляжничеством, и поэтому в них не пускали в школу. И правильно делали. В отличие от волос, кроссовки не резали и никак не портили, просто отправляли ученика в кроссовках домой переодеться. Впрочем, судя по фото тех лет, запреты на ношение кроссовок в те времена были не строгими, особенно лояльное отношение было к советским кедам, вроде 2 мяча. На школьных фото 1970-х, 80-х годов можно часто увидеть ребят в такой обуви. Ближе к середине 80-х запрет на ношение кроссовок в школу отменили. 6. Жевательная резинка. Жевательная резинка как явление была запрещена в СССР до 1976 года. Существовали даже целые пропагандистские кампании, в рамках которых снимались короткометражки и рисовались карикатуры, в которых жующие жвачку люди выставлялись обормотами и сравнивались с ишаками и верблюдами. Тем не менее, жвачка пользовалась в СССР феноменальной популярностью, ее старались всеми правдами и неправдами выменить у редких иностранных туристов, и часто одну пластинку жвачки жевали всем двором или классом. Существовали даже целые лайфхаки по тому, как придать уже многократно изжеванной жвачке товарный вид. Для вкуса ее обмакивали в сахарную пудру, а для цвета – в крошки грифеля от цветного карандаша. В 70-е годы после трагедии в Сокольниках жвачку стали производить и в СССР, но до последних дней Союза она оставалась большим дефицитом, а за ее жевание школьников выгоняли из класса. 7. Занятия карате и бодибилдингом. Это может показаться нелепым, но до конца 70-х, начала 80-х в СССР были полностью запрещены секции по восточным единоборствам и бодибилдингу. Сложно сказать, почему именно, тоже есть множество версий. Милиция искала подпольные качалки и секции по карате, уничтожала самодельные тренажеры, а ко всем посетителям применялись репрессивные меры разной степени строгости. Тем не менее, все связанное с бодибилдингом и особенно с карате вызывало невероятный интерес у советских мальчишек. В 1981 году на экраны вышел советский фильм «Не бойся, я с тобой», и мальчишки убегали из школы с уроков, чтобы посмотреть это кино. Из-за нескольких сцен с участием каратистов. Позже по мотивам фильма обычно устраивались дворовые игры, где мальчишки копировали движения киногероев и пытались разбить доску ребром ладони. Вот такие запреты из советской школы мне удалось вспомнить. Может, что-то добавить к списку? А может, у вас сохранились воспоминания о чем-то связанном с этими запретами? Напишите в комментариях, интересно будет услышать. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.